Ну, доброе утро, друзья. Саскатун. День, наверное, уже где-то 5-6, а уже сбили счету. Утро, солнце, градусов 10. Бой. Сегодня заедем в музей авиации в Саскатуне. Потом уже дернем в сторону Эдмонтона. Где-то около Эдмонтона осядем. Там есть одна старая заброшенная русская православная церковь. Хотел бы туда заехать. Это из планированного. Из незапланированного, как всегда, будет больше и интересно. Так что оставайтесь с нами. Рекомендую подъехать в музей авиации. Музей, конечно, небольшой, но очень такой уютный и симпатичный. Вот у нас байплейнер стоят тут. Эти еще с 1942 года. Это был дизайн для Второй мировой войны. Вот тут от винта и поехали. Здесь у нас Ньюпорт 11, это 1916 года. То есть это другая война. Максимальная скорость 200 км в час и может пролететь 640 километров. Ну, это у нас вертолет, как вы уже поняли. Что мы о нем знаем? Пока ничего, пока не прочитаем, мало что знаем. Они сделали симулятор из него, что очень даже прикольно. Итого у нас это Белловский вертолет, Bell 206. Ну, BMW-овский оппозитный двигатель вы узнали. Тут еще шапка такая авиационная. Тут тоже оппозитник. Вышли на солнце. Очень много детей, так как сегодня выходные, и в Саскатун, я думаю, больше делать нехрена. Так, ну, детишек я люблю. Да, тут у нас старенький на понтунах, чтобы садился на воду. Реактивный двигатель. Кроме лопастей ничего нету. Складной самолет. Тоже Government of Saskatchewan. Думаю, списанный. Да, и здесь тоже крылья складываются. Я думаю, для перевозки другого смысла в этом не вижу. Hello, hello. Hi. Don't want to scare you. No, no worries at all. Did you actually used to fly this? I did, yes. You did? Oh, that's Yep. amazing. I have a camera. Do you mind if I see your face? I just want to for the. Hi. Hi. So this gentleman actually used to fly this plane. Can I take a look inside? Yeah, go right to the front there. Just watch your head. Yep. You can sit in the seat if you want. Another lot of space. No, that's good. That's good. Thank you. Just... Харлеистов тема. Масло подтекает в Харлее. Бодию сделали. Да, харлеисты, кстати, харлеводы. Вам это... На заметку. Да, как вниз подвесить вам тоже такое нужно, чтобы все ваши подтекания были контейнed. Так, этот красавец у нас получается пожарный, да? Сейчас вон у него баки снизу. Поговорил с пилотом, он до сих пор еще используется. Да, я хочу показать, в каком состоянии, но используется. По-моему, канадскому government'у пора новые самолеты закупить. Посмотрим, что там, это какой-то грузовой. Hello. В холле грузового самолета. Лет ему намного больше, чем мне, я думаю. Ну, я не такой старый. Да, здесь прикольненько. Как вы поняли, мы в кабине. Сейчас попробуем сесть. О! Ну, тут можно перекурить, наверное. Сейчас взлетаем. Чё жать-то? Не, здесь прикольно. Небольшой, но думаю,
Для военных перевозок было достаточно места. Это, я думаю, запасное горючее, так как летать нужно было чуть дальше, чем он может себе позволить. Самолет у нас Saga of C-47A, это Douglas, да, Douglas C-47A. Да, так и да, для армии, отслужившей Вторую мировую войну, в 70-м году списали. Еще такой вот кукурузник нашли старый, но очень хочу запечатлеть и вам показать, потому что внутри просто классика. А классика заключается в том, помните Волгу? 21-й там какой-то, вот такие вот у нас вот опушут тут. Все как в лучших домах. Ну, внутри, как вы поняли, у нас тоже полная лакшери. У нас трехрядник, сиденье вельвет. Фух. Сколько кнопок, сколько управления. Не хватает только иконки Богоматери, потому что без нее я не думаю, что он взлетит. Вот такой красавчик. Ну, кстати, он у него так, закрывается тоже как Волга, херово. У него байпроп, вот это я точно еще не понял, вот раз, а другой в заднице. Второй стоит. И два отдельных мотора. Такой прикольненький старичок. Хочу показать, как блогеры в 40-х годах, 1940-х годах существовали. На сегодняшний день там DJI у нас, Insta, все для нас. А тогда вот такие камеры нужно было возить с собой на самолете. Вот такая оптика. Ну, на всякий случай еще и Morse код тоже. Вот так это выглядело. Вон там у нас блогер с камерой. Технология все-таки выросла. Крайний раз я делал обзор музея авиации. Это было в Гандере, Ньюфаундленд. Город, который имеет место в моем сердце. Так как когда мы приехали в Канаду 35 лет назад, мы приземлились в Гандере и начали там новую жизнь. Так вот следующий, получается, музей получился в Саскатун. Это уже последние два бойца, последние два самолетика. Не так много, не так густо. Ну, как и сам Саскатун, не такой большой, не такой густой. Но пока он понравился больше всех изо всех городов, в которых мы были. Thunder Bay, там полное гетто, криминальный город. В Уиннипеге тоже. Даже в магазин, чтобы зайти, нужно у security разрешение. В туалет зайти, у security разрешение просить. Везде, где были, что-то как-то геттоватенько. А Саскатун первый город, где более чисто. Даже думал шлем оставить на мотоцикле, а потом передумал, взял с собой. Ну все, ребята, мы поедем дальше. Сейчас у нас километров 500 перегон. И следующий репортаж уже будет в Эдмонтоне. Город-герой Эдмонтон. До встречи. Ну, друзья, мы находимся где-то между Саскачеванью и Эдмонтоном, то есть между провинциями, в нигде. И уже где-то много часов еду, и все только поля, поля, поля и поля. Ну, мы заехали в какой-то маленький симпатичный городок. Нам осталось часа 2 до Эдмонтона. Сейчас нужно прекратить снимать, потому что светофор чистенький. Вон показывает, что мы еще находимся в Канаде. Наш канадский флаг любимый. Как же он называется, интересно, этот город? Ну ладно, узнаем. Скоро уже будем в Эдмонтоне, думаю, часа через 2. Так что stay tuned. Ну да, этот городок оказался совсем не маленький. Уже 10-й светофор. Огромный. Очень опрятно одетые, симпатичные люди, что вообще непривычно. Через те города, в которые мы приезжали, там какие-то зомби ходили. Так что очень приятно, очень чистенько. Обязательно узнаю название и напишу где-то вот здесь вот. Ну все, господа, сейчас начинается опять перегон. Еще 200 километров, увидимся. Мы доехали до города Чипман. И в городе Чипман, недалеко от Эдмонтона, есть русская православная церковь. Она называется Русская Православная Церковь, но она украинская. Сейчас это так запутано. Раньше было намного проще.
Сейчас мы подъедем к ней. Вот маленький парк, парк Chipman Memorial. И вы видите и канадский флаг, и украинский, а также флаг провинции. Сейчас проедем чуть подальше и посмотрим саму церковь. Друзья, вот эту церковь мы случайно забрели и увидели. Это католическая церковь, но тоже украинская. И памятник говорит, что она была построена в честь первых пришельцев тут в 1954 году. То есть это более-менее современная церковь и современное кладбище там, как вы видите. Вот мы с Генкой. Сейчас пройдемся и посмотрим еще вторую церковь, которая православная и русская. И все в одной деревне. Дай Бог, чтобы было всегда так, и русские, и украинцы, и все остальные жили и в мире, и в понимании, и в любви, как это должно быть. И здесь тоже маленькое такое, я думаю, это просто как бы дом при церкви, где там все завтраки, школа, приходская и все остальное. Ну, так я думаю. Сейчас чуть-чуть проедемся еще и посмотрим еще одну очень красивую церковь. И вот русская греческая ортодоксальная церковь Святого Иоанна. И вот эта прелесть. Сейчас мы пройдем, посмотрим. Я не знаю, если тут разрешат, конечно. Ну, поговорим. Да, написано, что действующая церковь, русская православная церковь Святого Иоанна Крестителя в Чипман, построена в 1951 году. Вау! До сих пор рабочие. Мне в магазине здесь сказали, объяснили. Каждое воскресенье тут масс. Смотрите, какая прелесть. Такая жемчужинка находится в такой жопе. Посмотрите на эту красоту. Не ожидал увидеть русскую церковь. Колокола все автоматические. И что у нас тут? Тут крест. И здесь ничего не написано. Уже сняли. Ну да, это уже вандалы, я думаю. Там 800-е года. Тут даже не прочитать. А нет, вот тут можно прочитать. Вот, 1884-1935, 36. Да, вот так, друзья. Еще довоенное время. То есть это и есть то первое поколение поселенцев, которые приехали сюда, которые захоронены здесь. И уже правнуки их не приходят и приносят цветы на их могилы. Замечательный солнечный день у нас. Да, эти поля, ну, это только сейчас радует, когда такое солнышко. Мы решили дальше поехать. Хотели оригинально остановиться в Эдмонтоне, но в такую погоду, чего дальше не катнуть. Еще пару часиков проедем в сторону севера, а там уже что-то будем искать. Сейчас как будто на крыльях лечу, так как... Я не знаю, побывав в церкви, немножко чувствую себя, наверное, чище. Приятное чувство. Ну, до встречи. До встречи уже, где мы будем, а где мы будем, мы еще не знаем. Мы в Альберте. Альберта – это провинция нефти. Пока провинция, скоро может быть страной. Как в походных условиях можно сушиться? Смекалка. Вот, Генка готовит сегодня какую-то вкуснятину. Давайте посмотрим, что у нас. Это у нас чили биф. Ух ты. Да. Также биф не помешать еще с свининкой. Тушенка. Китайские макарошки сверху. А где лук? Надо лук купили.
Не принесли лук? Сейчас принесем. Вот так в походных условиях готовится, как это назовем? Безымянным. Если вы хотели увидеть, как выглядит это чудо, еще пока без названия, вот. Это мы сегодня будем кушать. Такая вкуснота. Мешаешь немножко? Вот пирожки, по-моему, уже готовы, да? Пирожки, да, но вот мясо. Мы в White Court, Альберта. Сегодня выезжаем в... как город называется? Dawson Creek. Dawson Creek. И встречаемся с другом. Его вы можете уже помнить по моим фильмам с прошлого года. Зовут Олег. Но если нет, то еще раз познакомлю. В путь! Вот, друзья, видите, в прошлом году я тут приезжал, пожары были. Я сейчас еду по Альберте, где-то Бритиш Колумбия будет через 2 часа. Ну, мы еще как бы на Юкон не заехали, там животных очень много. Мы даже до Бритиш Колумбии не доехали. Но все равно, то олень выйдет, то лось. Волк очень красивый вчера вышел. Огромный хвост такой серый, белая грудь. Такая, лесь серо-серебряный. Красавец. Ну, не так много, но есть. Ехать нужно аккуратно. Да, чем ближе будем к Юкону, там природа, конечно, более дикая, животные более дикие, намного больше. И еще один фактор, это так как я снимаю все с руки, я не успеваю снимать. Пока я достану, пока я переключу все контроллеры руками здесь, поставлю на круз и все остальное, животное уже давно убежит, поэтому в этом году, наверное, не получится снимать их на ходу. Всем привет, друзья! У нас остановка, мы на границе Альберты и Бритиш Колумбии. Сейчас должны ехать в Бритиш Колумбию. Погода просто блеск. После 3-4 дней дождей и холодов, я думаю, это well appreciated. Всех люблю. До встречи. Заправка. Наши кони. Так же, как видите, тут другие кони. Это на голдах. Ребята из Искачевания и из Феникса. Тоже едут в Аляску, но тут в южную ее часть. Чем дальше едем, тем больше мотоциклистов и тем больше правильных мотоциклистов, как говорится, которые сюда доехали. Также бензин дорожает, чем дальше мы едем. Сейчас это дешевая заправка, правда, 170, предыдущая была 190. Думаю, не думаю, а получил вчера имейл от знакомого, который доехал до ТАК, и там бензин стоит $3. Я думаю, скоро уже везде так будет. Ну, не дай бог, конечно. Ну да. Ехали до Аляска Хайвей. Вот этот знаменитый знак. Вот мы. Это первый километр. Гена, иди сюда, что-то покажу. Это знак, на самом деле, это не историческая ценность. Пошли покажу настоящую. Тут мало кто знает, но мне Олежка в прошлый раз показал, что настоящая ценность историческая — это вот этот столб. Это оригинальный столб, который был построен. Историческая Mile Number Zero. Также, как вы знаете, мотоциклисты любят оставлять свои стикеры, свои наклейки на память. На память в прошлом году я не оставил. Ну, как тут говорят, это меняется каждый год. В этом году вот логово байкера наклейка. Сейчас мы сделаем на солнце. Была возможность наклеить мою наклейку. Сейчас я покажу. Логово байкера. Подписывайтесь. Получается, это мой второй визит уже
в это прекрасное место. Город называется Доусон Крик. Мало кто о нем знал до этого, но от него начинается Аляска Хайвей, и по ней мы поедем полпути по Канаде и немножко по Америке. Так что Хайвей достаточно знаменитая, достаточно известная. Была построена во время войны, когда Перл-Харбор начал бомбить Америку, то американцы подумали, что сейчас отожмут Аляску. Договорились с канадцами и начали рыть. Канадцы с одной стороны, американцы с другой стороны. И вот так очень быстро, кстати, очень оперативно работали раньше. Это не сейчас, как с профсоюзами. Быстренько построили хайвей и соединили Аляску с землей. А не показалось ли мне, что я тут уже не один? Ой, какие знакомые лица! Я что, они тут главное Брателло! уже разговаривают, да? Ой, сколько лет, сколько зим. Господа, если вы не помните Олега, с Олегом мы в прошлом году ехали на самый дальний север. Да. И ты хорошеешь, молодеешь Да, хорошо выгляжу, видишь, побрился. и скромнеешь. Нет, это точно. Либо остановиться в кемпграунд, ну, на площадке. Олежка нам делает тур города и показывает местные достопримечательности. 10-я стрит, здесь можно копейки. Говорят, что это Сильверадо Инн, очень такое заведение неприятное. Надо обязательно посмотреть, зайти. Друзья, это знак города, как сказал Олежка. Да, нулевая миля, как бы официальный памятник. Но официальную милю я вам уже показал, она находится не здесь. Ну, также вот White Horse 918, Fairbanks. Мы будем и там, и там. Мы зашли в Information Center. Раньше он был прямо на станции паровозов. Сейчас его перенесли. Сувенирчики взяли и поговорили с местными. Олежка все еще рассказывает про свой любимый город Доусон Крик. Нас Олежка пригласил домой. Очень гостеприимный, хороший человек. Кто не знает, посмотрите мои старые видосы. Мы с ним ездили на Арктику. Олежка. Помним, да? Йети, да, твоя школа. И наш легендарный жачок. Это последний из магикан, да? Да. Потому что в прошлый раз было все заставлено мотоциклами. Полностью. 10 мотоциклов продал за последние 6 месяцев. Вау, ну поздравляю, Осталось дорогой. 2. Вот это вот и гусь. Он просто переезжает. Вот мои любимые Харли и Хонда. Харли и Хонда. Привет, лапочки. Так душевно нас встречают. Раз, два, три, 16. После наших скитаний очень приятно чего-то домашнего. Супчика. У меня этот. А мы дальше едем. Дальше едем в следующие приключения, в следующий город. Очень тепло и радушно встретили нас Олежка с Юлей. Очень большие молодцы. Люблю их семью. Но нужно было ехать, нужно держать продолжение нашей поездки. И сегодня мы еще часа 3 хотим поехать остановиться в парке и сбросить палатки там. Но также по дороге есть одно место, которое, говорят, русские поселенцы сделали как бы своим. Но это уже такая иммиграция 90-х годов, 1990-х годов. И там весь город получается как Советский Союз. Доедем, постараемся, посмотрим. И какой-то мост Олег рекомендовал посмотреть. Тоже обязательно вам покажем и сами посмотрим. Да, мост не функциональный, туда заезжать нельзя. Но это только больше привлекает нас туда заехать. До встречи, друзья. Я любитель приключений и решили немножко сократить, скажем. И нашли старую дорогу, которая официально не существует. И здесь, как вы видите, проезда нету. Старый мост, который был закрыт лет 10 назад,
по аварийному состоянию. Вон Генка проверяет, если можно пройти. Мы сейчас проверим, если можно проехать. И если следующий репортаж будет, значит мы проехали. Ну что, Генка, трогаем? Надо посмотреть, там выезд есть. Да что смотреть, я поехал. Как вы поняли, я проехал. Вот этот мост. Позади Генка тоже проехал. Сейчас я зайду на этот мост, чтобы показать. Снимать я там не смог, так как шатко было. А сейчас зайду вам, сделаю съемки оттуда. Смотрите на эту романтику. Во-первых, какие красивые виды. И с этой стороны, и с той. Да, вот этот мост, по которому мы проехали, он, конечно, оставляет желать лучшего. Но мы проехали, доехали, все, слава богу. Тут достаточно высоко. И сам мост, как вы видите, где-то так вот под углом градусов 5. Так что понятно, почему его хотят разбирать. Привет, прелесть. Кто такой мяукает у меня хороший? Кто такой мяукает хороший? Какой-то красивый котенок. Ну, ребята, не знаю, с чего начать. Мы в этом городе познакомились с русскими. Они посоветовали подъехать в русскую комьюнити здесь. И русская комьюнити нам дали вот такую вот кабин, где мы сегодня и будем почивать. Это сказка какая-то. Ген, ты войдешь, ты обалдеешь. Там... А вы спросите, что происходит? А что происходит? Один из людей, которые тут в этой коммуне, играет в гольф. Там вот мишенька. Как видите, это бочка на палке. И парень что-то не очень хорошо стреляет. Но это не важно. Сам факт, что они играют в гольф, это уже позитив. Oh man. Yeah. You youngest or oldest or? I am the fourth youngest. Слушай, тяжело поверить. Слушай, спасибо еще раз за то, что за интервью. Очень приятно, что вы это делаете, что такое есть. Я даже не знаю, что такое существует. Ну да.